В сегодняшнем видео мы готовим очередной завтрак. Прошлый ролик из этой рубрики с консервированным тунцом вам весьма понравился. Однако некоторые из вас посетовали на то, что блюдо весьма острое и, например, детям такое не приготовишь. Ну что ж, сегодня у нас не острое блюдо, а именно томатный суп с яичной лапшой без использования муки. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Друзья, блюдо очень простое, но достаточно оригинальное. Ингредиентов нам понадобится немного, готовится все быстро, а результат будет очень вкусный. Мне сложно назвать это блюдо корейским, его готовят во всей Азии, и встретить его можно в меню завтрака в какой-нибудь кофейне, либо какого-нибудь простенького кафе. В общем, обязательно попробуйте его приготовить, я уверен, это блюдо вам очень понравится. Не забываем подписываться на канал, мы уже очень близки к 100 тысячам подписчиков. У меня как раз скоро день рождения, и было бы здорово получить от вас такой приятный подарок. Также, если хотите больше информации о продуктах, либо о каких-нибудь других аспектах корейской культуры, то приглашаю вас в мой телеграм-канал. Ссылочка на него будет в описании под роликом. Приступаем к готовке. На экране вы видите все необходимые ингредиенты. Ставим видео на паузу, делаем скриншот и идем в магазин. Также список этот доступен и в описании под роликом. Готовить мы будем на 2-3 порции. Итак, как всегда, начинаем с нарезки овощей. И первым делом займемся помидорами. Их надо мелко нарезать на кубики. Какой-то особой хитрости тут нет. Просто режьте как вам удобно. Следующим нарезаем зеленый лук. Я взял лук-порей. Можете взять обычный зеленый лук. Его просто нарезаем на тонкие кольца. Добавлять его будем и во время приготовления, и в самом конце. Далее нарезаем шампиньоны. Их режем пластинами. Хотите потолще, хотите потоньше, тут уже на ваш вкус. Можете просто нарезать их на четвертинки, чтобы потом лучше их чувствовать во время еды. Красный перец чили нарезаем на небольшие овальчики. Друзья, это по желанию. Лично я люблю, когда есть немного перчинки. Если вы хотите не острое блюдо, просто не добавляйте перец. Далее яйца. Берем глубокую тарелку, разбиваем в нее яйца и далее просто хорошо взбиваем. Следующим шагом пожарим из яиц блинчики. Включаем плиту, ставим сковороду, добавляем немного растительного масла и равномерно с помощью салфетки смазываем поверхность сковороды. Как сковорода нагреется, вливаем с помощью половника взбитое яйцо и равномерно его распределяем по сковороде. Как только края блина схватятся и начнут немного темнеть, можно переворачивать. У меня получилось 2 больших блинчика, но нам нужно немного взбитого яйца оставить, чтобы потом добавить его в бульон для загущения. Дайте блинам остыть. Теперь нам надо их свернуть в такой вот рулет и нарезать поперек. Таким образом у нас получится простая, но вкусная яичная лапша. Следующим шагом приготовим суп. Включаем плиту, берем глубокую сковороду, вливаем немного растительного масла и как только сковорода разогреется, выкладываем жариться нарезанные помидоры. Жарим их минуту, регулярно помешивая. Они начнут потихоньку превращаться в пюрешку. Самое время добавить сливочное масло. Обжариваем так пару минут. После этого добавляем 600 мл воды и ждем, когда супчик закипит. Как только это произошло, добавляем шампиньоны. Спустя 3 минуты добавляем зеленый лук, а также 2 столовые ложки рыбного или соевого соуса. Хорошо перемешиваем и варим еще 2 минуты. Теперь добавляем остатки яичной смеси. Сразу хорошо перемешайте, чтобы яйцо равномерно разошлось по супу и придало немного густого вида. Теперь можете попробовать, и если вам окажется мало соли, то посолите на свой вкус. Все, суп готов. Подавайте на стол горячим, добавив в него ранее приготовленную яичную лапшу.
украсьте зеленым луком и кунжутными семечками. Приятного аппетита! Друзья, суп простой, вкусный, для завтрака в самый раз. Если хотите вашему супу придать немного орехового привкуса, то можете капнуть немного кунжутного масла в тарелку. Вместо шампиньонов сюда отлично подойдут грибы и ноки. Вообще, обычно именно их и кладут. Но многие из вас мне пишут в комментариях, что не могут найти эти грибы в своих магазинах. Поэтому я в своем рецепте указал шампиньоны. Надеюсь, ролик вам понравился и вы обязательно приготовите это блюдо. Не забудьте поддержать данное видео лайком, а также, если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь и нажмите в колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. Ну и жду вас в комментариях. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно гляньте другие мои видео. Ну и всем пока.